Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Усаживайтесь поудобнее. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео по хорошей традиции всем своим друзьям и знакомым, любимым женщинам, любимым мужчинам. Завтра они посмотрят это видео, вам будет что обсудить. В наших видео всегда есть много интересного, полезного материала, который вашу жизнь делает счастливой, насыщенной и эффективной. Тема сегодняшнего видео – как колесо жизненного баланса Long Swim помогает избегать эмоционального, физического и профессионального выгорания. Это видео войдет в плейлист «Апрель». И в этом видео мы впервые в этом году поднимаем тему эмоционального, профессионального, физического выгорания. Это такое состояние, при котором ваша эффективность падает в разы. Мы сейчас в этом видео расскажем о теме эмоционального выгорания. Оно чаще встречается, чем тема физического выгорания. И немножко затронем тему профессионального выгорания, какие есть первые признаки этого состояния и как с этим можно успешно бороться. Тем, кто о колесе жизненного баланса слышит впервые, смотря это видео, я в двух словах постараюсь объяснить, что такое колесо жизненного баланса Long Swim. Колесо жизненного баланса Long Swim представляет собой круг, на который разделен на 8 частей. Каждая из этих 8 частей отражает одну определенную сферу жизни человека. Всего 8 сфер, они по разным оценкам покрывают 80-90% всей насыщенной активной жизни человека. В чем основное преимущество колеса жизненного баланса Long Swim? Оно позволяет нам сконцентрироваться на миссии колеса жизненного баланса. Миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это профессиональное и личное долголетие. Вы визуально имеете перед собой сферы, по которым вы уже можете поставить свои цели, которые нужны лично вам, которые важны для вас в этом году, в следующем году или в ближайшем будущем. Колесо жизненного баланса, оно больше предназначено для планирования своих целей. Когда вы свои цели уже спланированы, вы можете к решению своих целей или к достижению своих целей пригласить кого-то из своего ближайшего окружения, своих единомышленников, своих коллег, каких-то других экспертов, потому что мы уже в предыдущем видео рассказывали, что достигать свои цели можно, используя помощь окружающих. Это может быть добровольная помощь, это может быть помощь на безвозмездной основе, это может быть помощь на какой-то оплачиваемой основе. В колесе жизненного баланса Long Swim мы говорим о том, что вам необходимо пользоваться нашими принципами. Эти принципы у нас в каждом видео находятся в визуальном контакте. Это нужно всегда знать, что первый вопрос, который нужно задать, это с чего начать действовать. Второй вопрос – это чего можно достичь, к какому результату можно прийти, за какой период времени можно прийти. И самое главное, как найти единомышленников. В каждой сфере своей жизни вы можете активными способами или не очень активными способами искать единомышленников. И используя вот эти принципы, мы сейчас рассмотрим тему эмоционального выгорания сквозь призму колеса жизненного баланса. Вы можете задать вопрос, как необходимо заполнять колесо жизненного баланса. Я вам рекомендую посмотреть отдельный плейлист, как диагностировать колесо жизненного баланса, как анализировать колесо жизненного баланса. И есть очень отдельный хороший плейлист «Колесо жизненного баланса любимого человека». Очень рекомендую его посмотреть, потому что вы, заполнив колесо жизненного баланса своего любимого человека, продиагностировав его состояние, очень много сможете понять в своем
колесе жизненного баланса. Многие вещи для вас будут понятными, потому что это взгляд со стороны. И несмотря на то, что в мире существует очень много подходов к теме эмоционального выгорания, я вам расскажу об особенностях подхода колеса жизненного баланса Long Swim к теме эмоционального выгорания. За эмоциональное выгорание у нас отвечает сфера духовный рост и творчество, за сферу физического выгорания, ну, если можно так сказать, отвечает сфера здоровья и спорт, и тема профессионального выгорания, она отражена в сфере карьера и бизнес. Итак, эмоциональное выгорание, что это такое, простыми словами. Эмоциональное выгорание – это когда вы нарушаете баланс между работать и отдыхать, у вас получается ощущение, когда вы чувствуете, что ваша прежняя эффективность, прежняя производительность, умение решать поставленные задачи свои и чужие, она начинает резко падать. Это связано с тем, что мы за тот период времени, который мы себе выделили для отдыха, не успеваем восстанавливаться. И вторая, самая главная причина – эмоциональные переживания настолько велики по своей амплитуде, что мы об этом событии продолжаем думать, даже находясь в состоянии релакса, отдыха, и никакое событие не может нас переключить из этого состояния. Поскольку тема сегодняшнего видео «Как найти способ и возможность избегать эмоционального выгорания», мы сейчас на этом и сосредоточимся. Тема эмоционального выгорания по возрасту можно распределить следующим образом. Если вы в возрасте от 20 до 30 лет, тема эмоционального выгорания находится в первой стадии, то есть это стадия энтузиазма, то есть любые трудности, любой отход от плана в состоянии эмоционального выгорания на первой стадии вызывает энтузиазм, умение сконцентрироваться, и вы через энтузиазм не сильно замечаете первые признаки эмоционального выгорания. В возрасте 20-30 лет вы начинаете понимать, что эмоциональное выгорание на вас действует уже как такая вот небольшая апатия, падение производительности, нарушение сна, отсутствие заинтересованности в конечном результате профессиональной деятельности, которой вы занимаетесь, ну и прочие физические недуги. То есть это недомогание, усталость, физическая усталость. В возрасте от 40 до 50 лет признаки эмоционального выгорания связаны с тем, что вы в стадию снижения трудоспособности заходите на длительный период, он может длиться неделю, 2, 3 или месяц, и даже поход в отпуск, он не дает вам возможности восстановить ваши силы. Вы начинаете задумываться, что уже сама работа, карьера или тот проект, которым вы занимаетесь, в том числе и воспитание детей, уже не приносит вам былой радости. Я вас поздравляю, вы подошли к третьей стадии эмоционального выгорания, то есть это уже начало необратимых процессов, и здесь уже можно обращаться к узким специалистам. Ну, давайте не будем о печальном, рассмотрим, какими способами можно избегать эмоционального выгорания. Сейчас я сначала расскажу вам о эмоциональном выгорании, а в конце видео мы уже затронем тему физического выгорания и профессионального выгорания. В концепции колеса жизненного баланса Long Swim сфера, которая помогает нам правильно распределить время для работы и отдыха, это сфера яркость жизни. И в состоянии 0,4 мы ищем время для отдыха, но в стадии эмоционального выгорания это недостаточно для того, чтобы восполнять энергию. В состоянии 4-8 в сфере яркость жизни вам необходимо искать места силы. Эти места силы должны вас, по идее, если вы правильно с ними нашли контакт с этими местами силы, они перезагружают мгновенно. Вы чувствуете вот такое вот классное состояние наполненности энергии. Эта энергия более качественная, она более длительное время сохраняется, она вдохновляет на новые свершения, и по таким признакам можно определить места силы. Как искать места силы? Два направления. Первое. Ищем места силы внутри населенного пункта, где вы живете. Если вы живете в городе, внутри города, это могут быть исторические места,
Это могут быть места, которые вы нашли случайно, или вы можете воспользоваться народными подсказками, то есть в каждом населенном пункте есть такие места силы, намоленные места, где, по идее, вы должны набраться энергии. Все это индивидуально, смотрите, пробуйте сами, ищите эти места. По мере накопления опыта вы поймете, что такие места силы вы можете определять уже самостоятельно. У вас будет очень короткий промежуток времени, в течение которого вы можете найти места силы в любом городе. И самое главное состояние, которое есть в сфере яркости жизни, это состояние 8-10, когда вы уже сами становитесь источником силы, источником классных идей. Люди от вас заряжаются вашей положительной энергетикой. Это уже осознанное состояние, к которому нужно стремиться. Переход состояния 8-10 в сфере яркости жизни – это состояние счастья, состояние восприятия окружающей жизни во всем ее противоречии. То есть наша жизнь – это такое скопление противоречий, и только в состоянии 8-10 вы воспринимаете счастье от этой насыщенной жизни, хотя эта жизнь полна противоречий, в том числе и таких, которые вы раньше не сильно воспринимали. Переходим к следующей сфере, где рождается эмоциональное выгорание. Это сфера духовный рост и творчество. В сфере духовный рост и творчества у нас рождаются, базируются, хранятся все наши жизненные принципы, которым мы следуем в жизни. И самый главный профилактор эмоционального выгорания – это наше хобби. Хобби может быть несколько, желательно в возрасте больше 30 лет нужно пробовать новое хобби. Общий принцип такой: раз в 10 лет пробуйте найти новое хобби. Это хобби может определяться тем сообществом, которое есть в вашем городе. Чем больше сообщества, тем легче вам найти единомышленников, легче начать погружаться в это хобби. Основной критерий поиска хобби – оно должно вам нравиться, оно должно приносить вам моральное, эстетическое и прочее удовлетворение. Это хобби воодушевляет вас, и хобби является самым главным предохранителем от эмоционального выгорания. Через яркость жизни вы своему хобби в течение месяца уделяете 2-3 раза полноценного времени, 2-3 часа. Если это хобби связано с тем, что можно этим заниматься 1, 2 или 3 раза в неделю, это вообще замечательный результат. Надо еще раз отметить, что в колесе жизненного баланса есть сферы, которые переполнены эмоциями. Сферы, переполненные эмоциями, они очень сильно способствуют созданию ситуации эмоционального выгорания. И для тех, кто смотрит видео первый раз, я еще раз расскажу, какие это сферы, в которых эмоций очень много. Первая, самая сфера, в которых эмоции через край, можно сказать, что 50% эмоций находится здесь, это сфера друзья и окружение. Следующая сфера, где эмоции присутствуют, это отношения и семья. Дальше у нас количество эмоций падает, это сфера яркость жизни. Желательно, чтобы в яркости жизни вы испытывали положительные эмоции, то есть были больше в состоянии счастья, удовлетворения этой жизнью, чтобы у вас каждый вечер было чувство «я доволен собой, я довольна собой». И сфера духовной роста и творчества здесь в основном ваши внутренние переживания, они связаны с тем, что вы довольны своими жизненными принципами. Эти жизненные принципы помогают вам справляться с теми жизненными ситуациями, которые у вас есть на работе и в личной жизни. И у вас возникает определенный баланс между вашим душевным здоровьем и физическим здоровьем. То есть по диагонали находится сфера здоровья и спорт, и в сфере здоровья и спорт больше присутствует действие. Плавно переходим к теме профессионального выгорания. Профессиональное выгорание возникает в сфере карьера и бизнес. Эмоциональное выгорание и профессиональное отличаются только тем, что профессиональное выгорание связано с вашим уровнем реализованности в той профессии, в которой вы начинаете работать. Если мы рассмотрим сферу карьеры и бизнес в состоянии 4-8, очень рекомендуется попробовать работать в 2 организациях, на 2 работах,
Если вы медик, это все очень просто. Вы работаете в одной поликлинике, второе место работы какой-то медицинский центр, и работа в двух таких режимах позволяет вам понимать, что в каком-то месте у вас больше перспектив, в каком-то месте вас больше ценят, в каком-то месте у вас больше возможностей реализоваться как эксперт своего направления. Почему я больше говорю о теме профилактики эмоционального и профессионального выгорания? С первыми признаками эмоционального и профессионального выгорания достаточно легко справиться. Вы понимаете, что вам нужна перезагрузка, вы понимаете, что вам нужен полноценный отдых. И вот это вот состояние отдыха, когда вы за субботу-воскресенье можете восстановиться после рабочей недели, это самый главный ключ к успеху, когда эмоциональное выгорание не переходит к высокой амплитуде, потому что высокая амплитуда эмоционального выгорания, она очень сильно разрушает предыдущие достижения, она сильно выбивает из текущего распорядка дня. И третий, самый главный фактор профилактики эмоционального выгорания, как ни странно, он очень простой, это ведение дневника, ежедневника, планера. Что дает ведение дневника, планера или ежедневника? Первое, она дает возможность планировать вам свои планы, свои достижения на короткий промежуток времени, это рутина, на промежуток времени ближайшие 1-2 месяца, это краткосрочные планы, и все свои мечты, пожелания, какие-то эмоциональные порывы вы можете в дневнике отмечать как планы на долгосрочные достижения. Вы можете от них отказаться, вы можете опять перейти к ним, помечтать, но если складываются благоприятные обстоятельства, вы можете вот эти мечты реализовывать. И вот такое соотношение планов долгосрочных, краткосрочных и рутинных дает вам возможность понимать, что если вы занимаетесь какой-то плановой деятельностью, то эмоциональное выгорание, скорее всего, вам не грозит. Если вы занимаетесь повседневной деятельностью, вы должны понимать, что если что-то происходит в вашей жизни поза планом или вне плана, тогда это повод все это хорошо проанализировать, посоветоваться с экспертами, коллегами и приступаем к следующей сфере, которая помогает справиться с эмоциональным выгоранием. Как это ни странно, неожиданно для многих, это сфера личностный рост. Когда вы концентрируетесь на том, что обучение для вас дает дополнительный объем информации, который может быть полезен вам в ближайшем будущем, то вы начинаете понимать, что, изучая тему эмоционального выгорания, можете в интернете, в открытом доступе или в своем населенном пункте найти курсы, семинары, какие-то обучающие материалы, или это просто книги, в которых описан сам синдром эмоционального выгорания. Вы можете найти какие-то практические упражнения, которые помогут вам справиться с эмоциональным выгоранием. Колесо жизненного баланса LongSwim смотрит на это сквозь сферы вашего колеса жизненного баланса. То есть в каждой сфере вы можете найти какие-то опорные точки, которые помогают вам справиться с эмоциональным выгоранием. Мы же вам говорим о философии состояния 8-10. Философия состояния 8-10. Очень многие вещи в вашей жизни можно предвидеть. Можно к последствиям этих состояний неожиданных, не очень благоприятных для вас подготовиться. И вот эта профилактика является самым главным шагом. Поэтому это видео в основном посвящено теме профилактики эмоционального, профессионального и физического выгорания. И плавно переходим к сфере физического выгорания, то есть это состояние, когда вы имеете перегрузку физическую. Перегрузка физическая связана с тем, что вы испытываете сверхнагрузку, которая превышает вашу суточную, недельную примерно в 2-3 раза. Вот такой небольшой, но правильный ориентир. Ваш организм ввиду недостатка отдыха не может справиться с этой пиковой нагрузкой. Иногда бывает так, что эмоциональное и физическое выгорание совпадают, и у вас наступает такой период, когда вы испытываете не только эмоциональную опустошенность, и физическую неспособность что-то делать. Для того, чтобы из этой ситуации легко выбираться, вам периодически нужно практиковать участие в сфере здоровья и спорта в определенных соревнованиях. Именно опыт
участия и подготовки к соревнованиям дает вам возможность пережить этого состояния стресса, сверхнагрузки, сверхнапряжения, когда вы мобилизуете всю свою энергию, а само участие в соревнованиях помогает вам понять стресс, накал адреналина, который присутствует в соревнованиях. И в будущем, если вы в своей жизни уже столкнетесь с физическим выгоранием, которые связаны с вашей профессией или с какими-то жизненными ситуациями, вы начнете понимать, что у вас есть чувство, что вы управляете ситуацией, которая сложилась вокруг вашей профессиональной жизни, личной жизни, и вы на эту ситуацию смотрите сквозь пути его решения. Следующая сфера, которая нам помогает очень сильно справиться с эмоциональным, физическим и профессиональным выгоранием, как ни странно, это сфера друзья и окружение. В колесе жизненного баланса LongSwim мы вам рекомендуем иметь в своем окружении людей, которые находятся в состоянии 4, 8, 8, 10. Это люди, у которых всегда можно чему-то научиться. Это люди, которые имеют богатый жизненный опыт. Это люди, которые могут прийти к вам на помощь, и эмоциональная поддержка от них для вас является очень важной. Вы этой эмоциональной поддержке уделяете много времени, ну и вы этой эмоциональной поддержкой очень сильно дорожите. Поэтому в кругу своего ближайшего окружения, пожалуйста, находите тех единомышленников, которые могут вам в вашей ситуации профессиональной неопределенности, эмоционального выгорания оказать руку помощи. То есть эмоциональная поддержка, она дает вам возможность сориентироваться в ситуации. Все решения вы все равно будете принимать сами. Если среди ваших друзей и окружения есть профессиональные эксперты, медики, психологи, психотерапевты, психиатры, люди узких специальностей, они тоже могут подсказать какие-то практические навыки, упражнения, выхода из этой ситуации. Пожалуйста, воспользуйтесь их помощью. У вас в колесе жизненного баланса все разложено по сферам. То есть помощь в сфере друзья и окружения помогает вам найти решение в сфере духовный рост и творчества. Наша задача в колесе жизненного баланса дать вам необходимый инструментарий. Инструментарий в колесе жизненного баланса LongSwim, он не ограничивается. Мы с удовольствием выслушаем все ваши пожелания и рекомендации, какие инструменты помогают справляться с эмоциональным выгоранием. Пожалуйста, те, кто автомобилисты, напишите, какие курсы, каких авторов, какие книги вы рекомендуете по теме эмоционального выгорания и физического выгорания. У кого есть какая история успеха, когда вы справились с эмоциональным выгоранием, пожалуйста, пишите, пускай завязывается диалог. Если тема будет интересна, мы по теме рекомендации вашего в комментариях выпустим отдельное видео. А я сейчас перехожу к сфере, которая очень важная. Это сфера отношения и семья, что дает сфера отношения и семья при возникновении первых признаков эмоционального, физического или профессионального выгорания. Первое и самое важное, то, что рекомендует колесо жизненного баланса LongSwim, делитесь, пожалуйста, на регулярной основе со своим любимым человеком, любимым мужчиной, любимой женщиной, теми ситуациями, которые у вас есть по работе, по мере той возможности, в той деталировке, которую вы можете рассказать. Ваш любимый человек, близкий, он, скорее всего, окажет вам какую-то близкую поддержку, поможет выработать инсайт. Вы можете в диалоге с любимым человеком эмоциональный накал ситуации понизить до уровня хорошего анализа ситуации, до уровня того, что в любой ситуации всегда можно найти выход. Может, путь решения этой ситуации вам не нравится, но выход означает, что вы с этой ситуацией можете закончить и будете больше уделять времени профилактике эмоционального выгорания. Потому что первый раз, когда вы сталкиваетесь с состоянием эмоционального выгорания, это для вас неожиданность. Второй раз, когда вы сталкиваетесь с состоянием эмоционального выгорания, вы первые признаки наверняка сможете описать в своем дневнике. А если вы уже четко идентифицируете, что эмоциональное выгорание, признаки которого вы наблюдаете, может привести
вас к выходу из полноценной, плодотворной, запланированной жизни, тогда вы начнете включать всю схему профилактических, так сказать, событий, которые вы считаете нужным. Можно обратиться к специалистам, они могут через специальные тренинги и программы вас привести, чтобы вы понимали элементы эмоционального выгорания уже в деталях. Может быть, таким образом вы станете уже экспертом по эмоциональному выгоранию и в сфере личностный рост уже будете выступать в качестве наставника, человека, который помогает другим справиться с этим состоянием. Не обязательно люди, специалисты по эмоциональному выгоранию, это специалисты профильных специальностей, медики или психологи. И такое в жизни бывает. Итак, сейчас мы затронем состояние, в котором совпадают эмоциональное, физическое и профессиональное выгорание. Я еще раз повторю, что эмоциональное выгорание в вашей жизни будет встречаться довольно-таки часто. Это может быть эмоциональное выгорание чисто в какой-то сфере, то есть в сфере друзья и окружения, если у вас находятся дети, если вы родители нескольких детей, у вас может возникнуть синдром родительского выгорания, когда забота о детях приводит вас к стадии такого эмоционального выгорания, когда вы чувствуете, что вы с этой ситуацией не справляетесь, ваш режим заботы и отдыха нарушен, вам нужно больше времени уделять своему отдыху. Вы при первых признаках вот такого родительского выгорания должны уделить внимание себе. Как правило, 2-3 дня, когда вы уделили себе, будет вполне достаточно, чтобы вы из стадии родительского выгорания выходили. Стадия эмоционального выгорания рождается в сфере духовного роста и творчества, поэтому читайте книги, ищите источники, информация, которые помогают вам наполниться внутренней силой, внутренней уверенностью в том, что вы наполнены энергией, которая помогает вам справляться с любой жизненной ситуацией. Не забывайте, пожалуйста, о хобби. Хобби дает вам возможность переключиться на любимое занятие, а любимое занятие, оно очень быстро, в течение 1-2 часов восстанавливает вас кардинально, капитально. Можно считать, что это капитальный ремонт. И такая вот комбинация увлечения хобби, общения с экспертами и обращения к своим жизненным принципам, она дает вам возможность на ситуацию эмоционального выгорания смотреть как на кратковременное явление, а если это кратковременное явление, можно с этим справиться в течение 1-2 недель. В сфере карьера и бизнес возникает профессиональное выгорание от того, что вы с коллегами не нашли общий язык взаимопонимания. Для того, чтобы это решить, обращаемся в сферу личностного роста. Сначала обучитесь сами, потом рекомендуйте это обучение своим друзьям и коллегам, потому что люди в состоянии 4-8, они не пассивно смотрят на ситуацию, они смотрят ситуацию сквозь призму активного взаимодействия, потому что в спокойствии больше заинтересованы вы, а коллеги, скорее всего, находятся в состоянии 0,4, их переполняют эмоциями, они переполнены эмоциями, они не знают, что вам предложить, кроме своих эмоций. Вот так вот колесо жизненного баланса объясняет, почему коллеги заинтересованы в вашем профессиональном выгорании. В сфере денег возникает ли эмоциональное или профессиональное выгорание? Да, оно возникает и связано с тем, что когда вы пробуете деньги приумножить, не всегда все идет по плану, поэтому отнеситесь к этому как к своему опыту, больше общайтесь с экспертами, какие еще способы существуют при умножении денег. В колесе жизненного баланса есть очень хороший проверенный рецепт. Рекламируйте себя, свою экспертизу, свои товары и услуги, потому что это то, в чем вы являетесь экспертами, в чем вы хорошо разбираетесь. Просто очень многие люди, ваши потенциальные покупатели, заказчики, об этом еще не знают. Когда вы почувствуете интерес, вы сможете с легкой вернуть все затраты, связанные на рекламу вашей экспертизы, ваших товаров и услуг. Таким образом, мы рассмотрели все сферы. Кратко подводим итоги сегодняшнего видео. Тема сегодняшнего видео – как колесо жизненного баланса LongSwim помогает избегать эмоционального и физического выгорания. Мы еще раз повторяем, что
эмоциональное выгорание требует только одного действия. Нужно научиться избегать начала состояния эмоционального выгорания. А если вы уже зашли в стадию эмоционального выгорания достаточно сильно, вам нужно обратиться к первоосновам концепции колеса жизненного баланса, то есть задуматься о своем профессиональном долголетии, о своем личном долголетии, и сквозь призму долголетия вам уже проще выходить из этих состояний. Вы прорабатываете две сферы: яркость жизни и сфера духовного роста и творчества. Яркость жизни дает вам энергию и запланированное время на ваш отдых. Ваши жизненные принципы подтверждают вам, что вы на правильном пути. Просто обстоятельства такие, что амплитуда эмоциональных переживаний, она в 2-3 раза превышает норму. Бывают случаи, когда и в 5, и в 10 раз превышает норму. Но поскольку вы человек уже подготовленный, состояние 4-8 или 8-10, в вашем распоряжении есть все инструменты для того, чтобы вы с этой ситуацией справились. Важно понимать, что вы делаете маленькие, но верные шаги в этом направлении. Если вы это действие уже спланировано, в сфере друзья окружения найдутся всегда люди, которые вам помогут. И таким образом вы уже в дальнейшем через наставничество будете помогать другим людям справляться с их переживаниями, состояниями эмоционального, профессионального и физического выгорания. Всем, кто смотрел это видео, я всем желаю прекрасного настроения, хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Рекомендуйте подписаться на наш канал друзьям, коллегам, всем, кто есть в вашей телефонной книжке. Не стесняйтесь переслать это видео по социальным мессенджерам. Я всем вам желаю хорошего дня. У вас все получится. Я в вас верю.